welcome to part 5 of our seminar on complete course in yoga psychology. Я приветствую вас на 5-м семинаре по циклу полный курс по психологии йоги. So yesterday, in some detail, we began to look at the effect of sattva gun, raja gun and tama gun on our thoughts and our behavior. Вчера мы с вами подробно рассматривали влияние трех гун: тамаса, гуны невежества, раджаса, гуны страсти и саттвы, гуны благости на наше мышление и на наше поведение. So as you must have noticed, the qualities coming from the tama gun, the lower energy, and the raja gun, they are detrimental for happiness, even in this world. И вы приметили, что качества, которые возникают под влиянием тама-гуны и даже раджа-гуны, они разрушительны для счастья, даже для счастливой жизни, даже в этом материальном плане. So the goal of all yoga sadhanas, the initial goal, is to become free from the reactions of tama-gun and the raja-gun. Поэтому изначальная цель всех разновидностей практики йоги – это избавиться, выйти из-под влияния тама-гуны и раджа-гуны. So you remember, at the beginning of our course, we discussed 5 degrees of turbulence within the mind. В самом начале нашего курса мы стали рассматривать 5 степеней возбуждения ума. When the mind is wandering out of control, going here and there. Когда ум блуждает повсюду, он полностью беспокоен. Just like a grasshopper is jumping around. Подобно кузнечику, который прыгает повсюду. So the mind is just going from one subject to another. Ум просто without concentration. без всякой концентрации переходит с одной темы на другую. So this is a common state of almost everyone in modern life. Это обычное состояние большинства людей в современности, потому что все постоянно так заняты, отвлечены. So then, the dullness of the mind, inertia of the mind. Мука, состояние такой инерции, такой тяжести ума. And then when a person tries to concentrate, and they're becoming a little focused, but there's some distraction there, it's called vikshipta. Викшипта – это состояние ума, когда человек пытается, прилагает усилия, чтобы сконцентрироваться, но все равно ум периодически отвлекается. But when concentration, focus concentration is attained, it's called ekagra, one-pointedness. Но уровень сознания, когда человек достигает полного фокуса концентрации, называется экагра. And the last stage, niruddha, is when the mind is completely restrained and steady. Последнее состояние нирудха – это полностью умиротворенный, спокойный ум. So, Rajagun makes the chipta, the wandering mind. Раджагуна вызывает состояние кшипты, блуждающего ума. Tamagun makes the dullness of mind. Тамагуна создает это состояние тупости, тяжести в голове. And the distracted mind is essentially some sattva with some touch of rajas there. Викшипта, отвлеченный ум, это влияние комбинации саттвы и раджаса. Now, sometimes people think, if I just relax, then this is a yoga or meditation. Люди думают иногда, если я просто расслаблюсь, то это будет и как раз это и будет But йога, if a person медитация. whose consciousness and senses are not purified just relaxes, then it's just going into a Buddha stage. Но обычно, Inertia. если человек, чье тело не очищено, и ум, и сознание не очищено, когда он расслабляется, он просто входит в это состояние Будда, So инерции. we discussed the yams and niyams, the 5 restraints and 5 types of observances which purify the body, mind and senses in daily life. Мы с вами рассматривали 5 ямов и ниямов уже. Это 5 предписаний, которым надо следовать, и 5 запретов. What many people think is meditation is actually just almost going to sleep. То, что большинство людей принимают за медитацию, это просто состояние полудремы. When the fluctuations of rajas and tamas are completely removed from the consciousness,
something amazing happens. Когда состояние влияния раджаса и тамаса полностью очищено, когда оно покидает ум, то происходит что-то удивительное. When the consciousness is almost completely sattvic, Когда сознание почти что достигает чистого состояния саттвы, then ekagrata, the one-pointedness comes. то может тогда и возникнуть это состояние экагриты. And in this state of mind, a фокусирования. person develops very astonishing abilities. И вот на таком уровне сознания человек может развить в себе удивительные такие сверхъестественные силы. So today, we're going to mainly focus on this area here. Сегодня сегодняшняя лекция как раз вот эта сфера. And when we get a clear understanding of this, then we'll see how to come to the state of nirvana. Nirvana state is beyond the material energy completely. И когда мы хорошенько, досконально ознакомимся с этим уровнем экагриты, тогда мы будем уже рассматривать возможность состояния ниргун, который за пределами влияния трех гун. This is the state of liberation, nirvana, moksha, mukti. Это уровень уже мокши, освобождения, нирваны. So today we're going to be looking at this level of consciousness, the sattvic consciousness of ekagra. Тема наша сегодняшняя вот как раз есть это однонаправленное состояние ума, экагра. Samadhi or trance is two main categories: Sampragьята samadhi and Самадхи, транс, делится на две категории: сампрагьята и асампрагьята. So these two have been defined as yoga by Patanджali in his Yoga Как Sutrah. раз в Йога Сутрах Патанджали Two types of trance. и вот определяет как раз эту сферу экагры и ниродхи как йога. All the things yam, niyam, asana, pranayama, pratyahara, dharana, they are the accessories or the stages leading to the state of yoga, which is Sampragьята samadhi or asampragьята samadhi. Because the word yoga is synonymous with the word samadhi or trance. Все вот эти анги, составляющие аштанга-йоги, ямы, ниямы, асана, пранаямы, являются лишь аксессуарами, подготовительными ступенями, которые помогают достичь этого уровня. Сампрагьята и затем асампрагьята самадхи. So now we're going to focus on this area. Сейчас мы сфокусируемся. Sampragьята samadhi. Pragya means consciousness by which things can be known in the most excellent way. Прагья – это то состояние сознания, в котором можно познать все самым идеальным, совершенным образом. Gya means the power to know. Я – это способность познания. And pra means prakrista in the most excellent way. Пра означает идеально, совершенно. So pragya is the consciousness that can enter into something and understand it thoroughly. Прагья – это состояние сознания, в котором сознанием наилучшим образом может что-то познать. So the Sampragьята samadhi always has an object which is to be known within the purview of prakriti or the material energy. Поэтому фокус сампрагьяты самадхи – это всегда какой-то объект этого мира, пракрити, материальной энергии. Whereas the asampragьята samadhi has no object within the purview of the material energy. Поэтому объект And that's why they сампрагьяты call самадхи Sampragьята samadhi and asampragьята. сампрагьята самадхи всегда будет это медитация на какой-то объект материального плана, а сампрагьята самадхи объект асампрагьята самадхи это что-то трансцендентное за пределами материального плана. What is this actually like? Давайте рассмотрим это на практике. In this stage, when the consciousness is sattvic and free from rajas and tamas almost completely, a power comes called samapati. Когда сознание очищено от влияния тама гуны и раджа гуны и находится уже под доминирующим влиянием саттвы, приходит состояние самапати. Samapati, we're giving in English thought transformation, but really there is no words to it. Трудно это санскритское слово перевести, но мы выбрали самый подходящий перевод – трансформация мысли. What it means is this, that we have been discussing about the mechanics of perception. Мы с вами обсуждали механику восприятия.
how no one actually sees the outer world. Что люди не видят непосредственно внешнюю среду. What you're looking at and thinking is the outside world is a facsimile of the outer world, which is caused by transformation of your chitta. Потому что то, что мы воспринимаем как внешний мир, на самом деле это отражение, это проекция на экране нашей читты, нашего сознания, то, что мы видим. Just like if you take a camera Если вы возьмете фотоаппарат and look through on your iPhone or whatever it is, через камеру, допустим, мобильного телефона или If you через look- фотоаппарат будете смотреть, here the screen, the elements of the screen have transformed and reproduced an image of what's outside. на этом экране появляется изображение, но это всего лишь проекция того, что линза воспринимает извне. So what you are thinking is out there. Поэтому то, что вам кажется есть внешняя All your среда, experiences are actually not the actual world, but the chitta has transformed to make an image of the world, and you are seeing that, your own то, chitta. что вы видите на самом деле постоянно вокруг себя, это отражение, это трансформация вашего сознания, которая как на экране проецирует внешний мир. But our senses are very limited in nature. Но наши органы чувств очень ограничены по природе. And so our picture that we experience of what is out there is not accurate. Поэтому наше восприятие не является истинным. When the chitta becomes very, very sattvic, Только когда читта становится очень чистой, it сатвичной, has the power to transform and exactly become the object on which you are meditating. тогда читта обретает способность трансформироваться в объект вашего познания. Even without that object being present. Даже если этот объект не присутствует The рядом. person can just meditate Человек может просто медитировать and then think of a cow. и подумать о корове. And at once the chitta will transform and assume the form of a cow. И тогда его читта тут же примет облик коровы, And примет they can форму. see and understand everything about it, outwardly and inwardly. И тогда человек просто в этом состоянии медитации может познать все о корове. Внутри коровы, снаружи коровы, каждая составляющая коровы. How the yogis understand the science of health. Откуда йоги знают о науке здоровья? They did not cut bodies open and take out the organs to see what is Анатомическими what. экспериментами не занимались, никого там не резали в лаборатории. Just by meditating on the stomach, then all the contents of the stomach, all the elements and everything, they come in the chitta, Йог просто медитирует, например, на and they can желудок, examine it. и тогда его сознание, его читта трансформируется в желудок, и он может рассмотреть все элементы, все атомы пищеварения. So, the power of the mind to transform and exactly reproduce any object is called samapati. Поэтому вот эта способность ума принять форму любого объекта называется самапати. And it comes when the consciousness is free from tamaguna and rajaguna. Но эта способность может проявиться лишь только когда сознание полностью очищено от влияния тамагуны и раджагуны. So, once you have grasped this idea, then the door is open to understand the entire universe of the great yogis. И как только вы поймете вот эту простую концепцию, тогда это откроет двери вам для понятия всей вот обширной философии йогов, всю эту сферу. This concept, the concept of samapati, is the key that opens the door into the world of the old mystic yogis and great Потому что saints. самапати, вот эта концепция самапати, это этот ключ, который открывает эту секретную дверь в мир йогов. So first we introduced the concept of transformation of chitta as an aspect of your everyday, every moment perception. Вначале мы с вами обсуждали вот эту концепцию трансформации читты как наш повседневный опыт, то, что мы воспринимаем So постоянно. if your perceptions are so powerful in an ordinary state when tamagun is there, you feel tired or angry, or rajagun is there, you are affected by lust or material desires. If the transformation of chitta is so accurate to give you the picture of the world, which is so precise, you forget that it's even not the outer world. Then how much more powerful is that element of chitta when it's almost completely sattvic?
представьте себе, если чита настолько могущественно, даже в том состоянии, когда мы находимся под сильным влиянием тама-гуны, раджа-гуны, когда чита трансформируется и создает вот такую иллюзию мира, мы испытываем разные там зов плоти и всякие не самые лучшие желания, то представьте, насколько совершенно она может функционировать, когда сознание находится полностью в саттве. So once a person has understood the concept of samapati or thought transformation, человек вникнет в эту концепцию самапати, способности идеи трансформации мысли, now we can start to begin to enter into the different types of Sampragьята samadhi. сейчас, когда мы можем перейти к обсуждению различных видов сампрагьята самадхи. And the different types of Sampragьята samadhi give rise to all the different types of mystic powers of yoga. А эти разные виды сампрагьята самадхи порождают эти мистические способности, различные йога-ситхи. So those of you who are here for the last 4 days, Те из вас, кто присутствовали на всех предыдущих 4 лекциях, each day we have been giving some concepts for you to collect. Now everything will come together. каждый день мы изучали разные концепции, и сегодня как раз мы увидим, как они все соединяются. If you missed some of the earlier lectures, we'll try to Если вы пропустили предыдущие clear the points, but семинары, то я постараюсь объяснить идеи, которые непонятны. So the first level of Sampragьята samadhi is called savitarka. Первый уровень сампрагьята самадхи называется савитарка. So the savitarka Sampragьята samadhi is, if you can imagine, that if you have a torch and you shine the torch, it gives some light. But if you have a laser, the light is very, very focused in a laser. Представьте себе, что у вас есть фонарик, и в темноте вы светите фонариком, и вам что-то освещает. Если у вас будет лазерный луч, то вот эта концентрация света будет гораздо более четкой. So if I shine a torch on the wall, here it will illuminate the whole door and everything. И если я посвечу на стенку фонариком, то она светит всю дверь там. But with a laser, I can point to one screw. One small screw. Exactly. Лазером я могу указать и высветить, допустим, гвоздик и винтик на этой двери. So this is the meaning of ekagra. Вот это The состояние consciousness can be, instead of spread out everywhere, completely focused on one point. Вместо того, чтобы быть рассеянным, сознание становится очень сфокусированным, однонаправленным. So in the savitarka Sampragьята samadhi, the object of focus is some gross object. И вот в этом савитарка сампрагьята самадхи объект медитации это какой-то из любой материальный объект. So here the idea is this, that let's say if you have a clay pot, Если у вас есть глиняный кувшин, the clay pot is a gross object. глиняный кувшин это объект грубый такой материальный. So when the person meditates on this, they can meditate on that clay pot to different depths. Если человек медитирует на этот глиняный горшок, он может медитировать на него в разных уровнях. For example, if a person will focus on the clay from which it's made, Если он сфокусируется на глине, из которого сделан горшок, then they can start to understand the atoms он сможет понять атомы, that it's made. But из которых она состоит. if you know about the atoms from which it's made, but you'll miss something. You'll not know about the qualities of the pot itself. Но если вы просто сфокусируетесь на атомах, тогда вы упустите какую-то информацию, потому что вы не поймете качество самого горшка как объекта. For example, if you take a clay pot Если вы возьмете глиняный горшок and you make a hole, и сделаете в нем дырку, so when it's not broken, the clay pot can pick up water and carry it to somewhere. в горшке нет дырок, то им можно зачерпнуть воду и нести эту воду в нем. But if the pot has a hole, then it cannot carry Но если в water. горшке уже появится дырка, то все, он неприменим
But still, in both states, the atoms from which it is made are the same. Но атомы все равно не поменяются. Атомы, из которого состоит этот горшок, останутся такими же. And so there's a difference between the gross properties of the pot and the properties of the very thing that it's made of. Поэтому есть разница между самими атрибутами этого объекта, качествами объекта, и также качествами ингредиентов, из которого состоит объект. You understand? If you have some steel, Если у вас есть металл, you may know the properties of the atoms of the вы steel. можете познать качество таких, из чего состоит металл. But if you bend the steel and make two wheels and a frame and turn it into a bicycle, now you can ride that bicycle. Но если вы из этого металла сделаете, согнете его, так сделаете два колеса, потом что-то, составляющие части, сделаете велосипед, то теперь на этом металле вы можете передвигаться. And so there's a difference between the properties of the gross object and the properties of the very same thing, but on the level of the ingredients. Поэтому существует разница между вот этой совокупностью этого объекта, как что-то, вот объект материальный, и качествами ингредиентов, из которого он состоит. So the first level of Sampragьята samadhi, when the yogi begins to meditate and bring into mind some object, then it manifests in his chitta and he begins to experience all of the properties of that object, all of its potentials, the things that it can do. И в начале Сампрагьята самадхи йог начинает медитировать на какой-то определенный объект и начинает рассматривать и познавать все качества утилизации этого объекта, что с ним можно сделать, применение его. Now, this first level of Sampragьята samadhi is divided into two aspects, savitarka and И вот nirvitarka. этот первый уровень делится на две категории: савитарка и нирвитарка. And what it means is that when the yogi first begins to meditate on the object, Когда йог вначале начинает медитировать на какой-то объект, he may just utter the word or think of the word, the clay pot. он может произнести слово или просто подумать «горшок». And then the image begins to form in the chitta. В чите тут же начинает формироваться, чита трансформируется в имидж этого кувшина, горшка. But he's still experiencing three types of vikalpa. Но йог все еще будет испытывать три разновидности викалпы. So you remember that vikalpa was one of the types of invalid cognition. Вы помните, что викалпа это была одна из разновидностей ложного восприятия So из предыдущих семинаров. the first type of vikalpa is called shabda sanket vikalpa. Первый вид викалпы это шабда санкет. It means that he's uttering a word. Это значит, что йог произносит слово, Let's say he says lotus. например, он говорит лотос. But it's not clear exactly what the word lotus refers to. Но это непонятно, к чему относится, что подразумевает это слово лотос. There can be different types of lotus and so Что on. есть разные разновидности лотосов. So some unsurety on the level of shabda or the word is called shabda sanket Поэтому vikalpa. это непонятность, отсутствие полной четкости в понимании на уровне звука называется шабда. Now, a person may have heard about the properties of a lotus flower, Может, человек услышал что-то о качествах, атрибутах лотоса, but he was not entirely sure or certain exactly the meaning of those words. но он четко не понимал значения всех слов. Just like now, I'm speaking so many words, Сейчас я произношу множество слов. and you're listening to them, Вы слушаете, and as you're listening, your mind is going through so many options. What does it mean? но когда вы слушаете, ум все это просчитывает и думает, в какие категории поместить эти слова, что они имеют в виду, I'm значение. trying to settle on a conclusion. Потому что ваш ум сейчас вот прослушивает это все, пытается прийти к какому-то выводу. So that is called Sruta Vikalpa. Это шрута викалпа. And then Anuman Vikalpa means it is not something that you have seen or heard, but it's your own logical processes trying to understand something. Ануман викалпа это как метод дедукции. Это не что-то, что вы видели или слышали, но это вы просто сами, это ваши логические умозаключения, вы пытаетесь к какому-то выводу прийти. So when these three types of vikalpa are going on, it's called savitarka, sampragьята И samadhi. вот это присутствие этих трех викалп как раз порождает этот савитарка сампрагьята самадхи. It means that the object has come into the chitta, into the consciousness.
Вернее, присутствие этих викалп указывает, что это савитарка самадхи. Объект проявляется в сознании. This seems a little complicated, so I'm going to make it very, very Я simple. постараюсь это упростить, что From the ordinary state of consciousness, like Shipta, Vikshipta, Mudha, when tamas and rajas are there, there's a sanskar in your mind of what the object is about. Потому что в повседневной жизни у вас есть уже опыт всех объектов, вот с обычных состояний, викшипта, там, отвлеченного ума, тупого ума, там, концентрирующего ума, у вас есть какая-то идея о том, что представляет собой объект. And when ekagrata first comes and you begin to meditate on that object, there's some remnants of the impression of your previous experience of it still lingering. Но когда вы достигает уже этого состояния сознания экагра, однонаправленности, и начинает медитировать на этот объект, сознание все еще помехи из-за того, что уже его предыдущий жизненный опыт пытается что-то представить из этого объекта. И там немножко такое состояние конфузии. Что нет фокуса, он не сфокусирован. Вот когда разрешение такое, видите, искаженное, вот также этот объект проявляется вначале. Savitarka samadhi. The object is there, but there's still a little some tarka or vikalpa. Вроде уже не увидел имидж в своей чите этого объекта, но все равно там какие-то помехи, нечеткости. So then what happens, as that meditation becomes deeper, но постепенно, когда его медитация становится глубже, then the actual object of meditation appears as it is in the consciousness perfectly, without being interfered with or disturbed by your previous misconceptions of what it was. Вот этот объект по-настоящему начинает четко проявляться в сознании. Этот имидж, он уже четко, ваше восприятие уже не находится под влиянием вашего предыдущего жизненного опыта и каких-то ложного понимания этого объекта. И это состояние уже называется нирвитарка сампрагьята самадхи. So now I'm getting a little ahead of myself, but I just want to give a little clue. Я забегаю вперед, но я хочу сделать такую подсказку. When we coming to the discussion of yoga siddhis, когда мы обсуждаем тему мистических сил йога, then what it means is when the chitta perfectly reproduces an object, then that yogi becomes, he appropriates the powers of that object. Что произойдет, когда чита может идеально уже воспроизвести имидж этого объекта, то йогу удастся перенять на себя качество этого объекта полностью. This is how the powers are developed. И таким образом йога развивает эти мистические силы, он перенимает качество разных объектов. So the next level of Sampragьята samadhi is called Savichar or Nirvichar Sampragьята samadhi. Следующий, второй уровень Сампрагьята самадхи называется Савичар. So the difference between the first level and the second level is разница между первым уровнем и вторым уровнем. That the object which is being produced in the chitta are the elements, not the gross objects that we can see, but the substances that they're actually made of. Потому что в савитарка и нирвитарка самадхи йог медитирует на грубые объекты, на предметы этого мира, но уже на уровне савичар, нирвичар он медитирует на элементы, на сами составляющие объектов этого мира. So to understand clearly the difference between the Savitarka and Savitarka and Savichar Samadhi, then let's have a look at our the graph from yesterday showing the development of all the elements. Чтобы понять разницу между савитаркой и савичар сампрагьята самадхи, давайте вернемся к таблице вчерашнего семинара. In the Nirvitarka Samadhi, there's a perfect perception of the gross objects which are made of these elements. Space, air, fire, water and earth. Нирвитарка самадхи уже наделяет йога идеальным восприятием объектов этого мира, предметов, которые сами состоят из этих 5 элементов: мира, воздуха, огня, воды и земли. The laser of one's trance вот этот лазер
Лазерный луч сознания йога on an object, фокусируется which на is a transformation of tamas. предмете каком-то, который сам по себе является трансформацией тамаса. But all the objects that we see of this world are transformation of tamas. They're useful for certain life. На самом деле все объекты, они и есть трансформация энергии тамаса, невежества. But that is the savitarka and nirvitarka samadhi. Now we're coming to the savichara and nirvichara samadhi. It's not a focus on objects, but it's a focus on these are called the tanmatras, the subtle forms of the elements themselves. That's this area. Самадхи работает на этом уровне тонких звуков, движения, формы, вкуса и запаха, аромата, которые являются сами по себе тонкими формами, причинами существования грубых элементов. So, sound itself is the potential energy which includes all the potentials of space, air, fire, water. В звуке уже содержится потенциал всех панч-махабхут, тех 5 грубых элементов. So if a person through this samadhi deeply understands the nature of sound, now they can manipulate all the gross elements. Поэтому человек, если он посредством своего нирвичара самадхи овладеет этим пониманием звука, то тогда он с легкостью может уже манипулировать любой предмет, объект этого мира, потому что потенциал уже весь присутствует в звуке. If you have $1,000, если у вас $1000, you can buy anything that costs $1, $10, $100, $500. Если есть $1000, то вы можете купить что-то, что стоит $100, $500, $10. Все это уже включено в 1000. So if your chitta has captured the essence of the nature of sound, now everything in this realm now begins to come under your control. Поэтому, если вашему сознанию удастся уже овладеть вот этим уровнем медитации на звук, вы усовершенствуете это в своей медитации, тогда вы можете запросто манипулировать чем угодно в этом мире. This is real Vedic science. Это настоящая ведическая наука. This is actual technology. Это технология. So, yes, again. So, it's well known that the next stage of Sampragьята samadhi is called sananda. Это известный факт, что следующий уровень сампрагьята самадхи называется сананда. So, what is this level of Sampragьята samadhi? Что это за уровень сампрагьята самадхи? The word ananda means joy. Ананда означает радость, блаженство. Sa means with. Са означает вместе. So perhaps if you came into the nirvitarka samadhi or nirvichakta samadhi, you'll feel pretty happy. Может, если вы достигнете нирвитарка самадхи, нирвичар самадхи, вы будете уже достаточно счастливы и довольны. But a level of happiness comes, a level of joy comes to the yogi, which is far beyond that, and it's called this sananda. Йогу доступен уровень блаженства, который превосходит нирвитарку и нирвичару. Вот как раз есть этот уровень сананда, сампрагьята самадхи. So in this level, the yogi is coming to a completely deeper stage of experience of reality. Он совершенно новый, такой глубокий уровень осознания реальности. Now his laser, the laser of his consciousness, is not pointed to an object of the world. Теперь уже лазерный луч его сознания не направлен на объекты It is мира. not entering like an X-ray Уже into the ingredients of the objects of the world. он уже не пытается там рентген сделать всех ингредиентов, из которых состоят грубые предметы мира. Because all of these things are perceived by the finely developed senses. Потому что это все воспринимается хорошо развитыми органами чувств. Now the yogi is going to turn the beam of his consciousness onto the sensory functions themselves. Теперь йога уже поворачивает этот луч восприятия своего сознания на сами органы чувств. Now you may remember in our earlier lectures, Вы, наверное, помните в предыдущих лекциях we discussed how the five senses, мы обсуждали, как 5 органов чувств they're actually very tiny, minute atoms, являются крошечными атомами, which are situated in the heart chakra. которые находятся в чакре сердца.
And the soul is also an atom of spiritual consciousness. It's Душа not material. Soul is spiritual. также духовный атом. Seated on the heart chakra. Душа находится в центре чакры сердца, а эти атомы органов чувств окружают душу. So these atoms of the senses, they have Kriya Shakti. И эти атомы чувств, они владеют Крия-шакти. And that acts on the air element in the physical body. Крия-шакти влияет на элемент воздуха в теле. And causes the air to move throughout the body. И посылает вот эти потоки воздуха по всему телу. So this air, which is invigorated by the Kriya Shakti of the atomic senses, is called prana. И вот этот воздух, на который влияет Крия-шакти, этот воздух называется прана. This is actually the scientific definition of prana, Это according to Vedanta Sutra. научное определение праны из Веданта Сутры. So then the powers of the senses spread all over the body and give you the feeling that you are this. И потом вот эта сила этих атомов чувств проходит по всему телу и наделяет это чувством, что вы такое могущественное существо такое. The Vedas say, Keshakya Satabhagasya. The soul or the Atma is, how big is it? If you take one hair, Веда объясняет размер души атмы. Если вы вырвете волос and just remove the tip, и оторвете кончик от него, and then cut the tip into 100 parts, разрежете этот кончик волоса на 100 частей, and then throw away 99 of them, 99 из них выбросите, оставите now you're left with one. одну частичку, And then cut that into 100 и parts, сейчас еще раз на 100 частей разрежете это, and throw away 99. отбросите 99. This is the dimension of Atma. Это размер души, то, что останется. And it's floating on the prana in the region of the И вот heart. эта крошечная атма, она покоится на потоках праны в районе чакры сердца. Surrounded by 5 atoms of the senses. И атму окружает 5 атомов органов чувств. So just as a magnet can attract the iron filings, Подобно тому, как магнит может притянуть к себе железную стружку, so you, the soul, вы, душа, by your will, have drawn towards yourself 5 atomic senses. своей волей притянули к себе 5 атомических чувств. But the problem is, because the prana is out of control, these senses are pulling you everywhere. Проблема заключается в том, что так как прана у вас вне контроля, то эти самые чувства, они тащат вас в разные стороны. So one sense is going, oh, I want an ice cream. Одно чувство говорит, я хочу мороженого, I want some chocolate. второе говорит, я хочу шоколада, Another sense saying, oh, that woman is very beautiful. Where другое is she going? чувство говорит, куда эта красавица идет, она очень привлекательная, хочу за ней. So because the prana, the life in the body, is out of control, the energy of the senses is going everywhere. Прана бесконтрольная, то поэтому вот эти чувства вас тащат в разные стороны, отвлекают. And so the ordinary living entity is just doing karma in this world. Получается, обычный человек занят постоянно кармой в этом мире. They don't know that I am a soul. Они не понимают, что они душа, что они не есть это тело. And wherever the senses are pulling, И чувства диктуют им, что делать. this is what I want. И человек думает, то, что вот диктовка их чувств, они принимают как за собственный выбор. Они думают, нет, нет, это я сам решаю, как мне жить, это So these мой are выбор, это моя some of the жизнь. mechanics of illusion. Это механический обзор, как работает иллюзия. So at this stage, the person is out of control. They cannot understand their spiritual identity. И человек в таком состоянии, он вообще не может понять свое истинное «я» и никакие духовные истины. If a person cannot have an experience of their own atma, Человек не может воспринять свою атму, свою душу, which is like a tiny particle которая emanating from the vast sun, крошечная частичка, которая является искоркой огромного the солнца. sunshine of consciousness from which all the particles emanate is called Ishvara, or Вот God. это огромное солнце, из которого исходят все эти частички, все эти души, он называется Ишвара. So if a person cannot comprehend what is atma, how on earth can they even imagine in their wildest dreams what is God? Если человек не может осознать свое истинное «я», атму, крошечную атму, то как он может познать Господа? God or Ishvara is something so fantastic. Потому что Ишвара, Господь, это что-то настолько фантастичное, Don't even think about it until the samadhis come. что это даже бесполезно пытаться
думать о нем до тех пор, пока мы не достигнем уровня самадхи. One can think, I am an ignorant person. Можно просто признать свое невежество Oh, Parameshwara, Supreme Lord, I surrender to и you. помолиться Господу, сказать: Парамешвара, я вообще ничего не знаю, я предаюсь тебе. And chant japa. Человек может воспевать джапу, имена Hare Бога, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Sing and dance in kirtan. It will gradually bring trance. и петь в киртане, воспевать джапу, мантры, и постепенно это вызовет состояние транса. So in trance, then the awareness of the self comes and the possibility of understanding the Supreme Self. И уже транс дает возможность самопознания своей атмы и уже возможность познания высшего сознания. Don't think this is theoretical И thing. не думайте, что это какая-то теория. This is why you exist. Это смысл вашего существования, причина вашего существования. You exist, you have been born to discover all these Вы things. родились для того, чтобы познать эти истины. And without discovering these things, anyone cannot be really И happy. не познав их, вы не сможете по-настоящему быть счастливы. Or find a love which will never be broken. Вы не найдете в этом мире любовь, которая вечная. Because at the end of the day, everyone is only looking for love. Каждый из нас ищет любовь, настоящую, чистую, вечную любовь. But the love which is perfect and never broken is between Atma and Parameshwara. Но эта любовь, эта идеальная, совершенная любовь существует лишь только между индивидуальной душой, атмой, и высшей атмой, Парамешварой. So the Vedas, the Upanishads give an example of a person on a chariot. Веды, Упанишады приводят пример человека, который сидит на колеснице, And there are 5 horses. и этой колесницу везут 5 лошадей. And just, sometimes horses get scared and they just run, they go crazy. Пугается, начинает становиться на дыбы, бежать в разные стороны. So then the person on the chariot is just being dragged И человек в by этой wild колеснице, horses. он просто сидит в этой колеснице, его безумно эти бешеные лошади тащат куда-то. So the ordinary person is like that. The soul is like a passenger on the chariot of the body and the senses are horses just pulling them here and there. Обычный человек подобен этому сидящему в колеснице, потому что душа находится в колеснице этого тела, этим телом сейчас управляет эти 5 органов чувств, которые тащат его в разных направлениях. But luckily, on the chariot, there is a driver. Ну, замечательно, что на этой колеснице также есть возничий. That is called buddhi, intelligence. Будхи – это разум. We can choose to pay our driver or not. Мы можем решить, платить So if you нашему pay the водителю driver, that или means you нет. employ the intelligence. Если вы будете использовать, задействовать своего возничего, свой разум, Then the intelligence can take the reins of the horses and pull them in. то возничий возьмет уздечку, хорошенько притянет и вожжами успокоит эти безумные чувства. Then the chariot, instead of going off a cliff, it can take you to your И destination where вместо you want того, to go. чтобы свести вас со скалы куда-то и разбить вас, то эта колесница может тогда вас вывести в нужное место назначения. So this is why we are hearing about the philosophy of yoga, Поэтому мы слушаем философию йоги, to employ the intelligence in taking control of our life and destiny. задействовать разум, и чтобы контролировать, пытаться контролировать то направление, в котором мы двигаемся. So, if a person is a master of their senses and they have controlled mind, Если человек является властелином своих чувств, если он полностью контролирует свои чувства, then they're called the Maharaj. то такого человека называют Махарадж. So in India, Maharaj is a name for a king. В Индии слово Махарадж обычно тоже относится к царю. A king sits on a throne Царь сидит на троне and then he can tell all his ministers и what to do. командует своими, приказывает своим министрам, советникам. But we see some great spiritual person, they have no money, no house, they have nothing. Only wandering here and there singing. Но мы видим каких-то саду, возвышенных личностей, святых, у которых нет ни трона, нет ни дома, ни дворца, ничего вообще, ни денег. Они ходят по миру и поют святые имена. So then, why do we say Maharaj? Почему мы обращаемся к ним под титулом Махарадж? Because their Atma is sitting on the throne of the heart chakra. Потому что их атма, душа, сидит на троне чакры сердца. And the 5 atoms of the senses 5 атомов чувств are all now their servants. уже полностью служат этой атме. And they exactly tell Подчиняются. each sense what to do. И атма такого человека приказывает, повелевает этими
особыми they are чувствами. like a transcendental king. И поэтому такой человек, он подобен трансцендентному царю. Whereas the ordinary person, Обычный человек, their senses have taken over them он раб своих чувств, and потому took them что from the throne. чувство командует And they go человеком. through their karmas. И человек находится просто плывет в потоке своей кармы. So in this world, even a king is a slave. В этом мире даже царь является рабом. He is a slave to the senses. Рабом своих чувств. But a sadhu is a king. Но садху, святой, он настоящий царь. So that was our brief discourse about how the senses function. Это был краткий обзор того, как функционируют органы чувств. Now we're discussing the third type of Sampragьята samadhi, Sananda Sampragьята samadhi, Вернемся к третьему уровню сампрагьята самадхи. where the yogi is turning the beam of his consciousness onto the function of the atoms of the senses and how they're connected with their prana and how all the bodily functions are working. Йог направляет луч своего сознания, лазерный луч своего сознания на органы чувств и познает, как они функционируют. Instead of using the senses to understand the world, he's using his trance to look at the senses themselves and how they're understanding the world. Вместо того, чтобы пытаться познать мир посредством органов чувств, он уже в самом погружаясь в самадхи, в транс, он направляет луч сознания на эти органы чувств, чтобы познать, как они действуют. This is a completely mind-blowing experience. Это просто какой-то необычайный опыт. Because from the heart chakra, there are 101 nadis, 101 channels, like tunnels of light going in all directions. От чакры сердца идут 101 канал энергии, 101 надий. And they're all different colors. Они все разного цвета, эти потоки. And they divide all over the body into 72,000 nadis. Потом в теле они делятся на 72 тысячи So now yogi, instead of seeing the world, he's seeing how he was seeing the world through the pranas and the atoms of the senses. И йога уже вместо того, чтобы пытаться изучать мир, он изучает то, как он раньше видел мир посредством своих органов чувств. So that is called Sananda Sampragьята samadhi. И это третий уровень сампрагьята самадхи, называется сананда. So coming back to our map here, Сейчас мы вернемся к своей the графе. Nirvitaka samadhi was here, the gross Как мы elements. помним, нирвитарка самадхи Sorry, работает the с schools of грубыми law coming элементами. from the gross elements. The Savichar samadhi was the tanmatras, the roots of the elements. Савичар работает с тонкими проявлениями, с тонкими And now причинами see how the грубых laser of the элементов. yogi's consciousness has gone up and is now focusing on the atoms of the senses, this level. Теперь лазерный луч сознания йоги возвысился, и теперь он работает на уровне вот как раз органов чувств. And so by samapati, his consciousness is exactly reproducing the exact functions of all the products of the universe which are coming from Rajaguna. И с помощью вот этой самапати, способности трансформации мысли, его сознание трансформируется и воспроизводит вот все эти функции слуха, прикосновения, обоняния и так далее. Все, что является вот этими проявлениями пракрити. Okay, everyone understand something? Это понятно? So don't forget, if you haven't given your email address, please give your email И address если to вы не дали Swami. email-адрес мне, Because every day we're то sending the дайте, потому что, slides, чтобы у вас были we're sending слайды. the whole presentation to everyone so you can Мы study посылаем it. презентации всем тем, кто ждал email, чтобы вы могли изучать это в свободное время. Our spiritual university. Это ваше домашнее задание, подготовка к следующей лекции. So if you do a little homework, then Если you каждый get день much вы more out будете of делать the домашнюю работу, то вы будете больше понимать. That's it. So again, next one. So now we come to the last of the four types of И теперь мы Sampragьята переходим samadhi. к последнему из 4 видов сампрагьята самадхи. It's called Sasmita. Сасмита. Sa means with again, and Asmita means I-ness. Са означает вместе с чем-то, асмита это вот это состояние, что я есть. Asmi. In Sanskrit, the word asmi means am. На I am. санскрите асмита означает я есть. Asmi. I am. So ta makes it
into a what would that be? That would be it would be an abstract noun, I-ness. Абстрактное существительное, что Свита I-ness. это состояние меня, я. So, sasmita, what does that mean? Что это означает? That means now that the consciousness is focusing on the chitta itself. Теперь сознание фокусируется уже чита на чите. In other words, there's no awareness of anything except for the feeling of I am. Теперь уже полный фокус вот этого транса, что просто существование, вот, что я есть. So many teachers from different religions and also New Age movements, they say this is what we should strive for. Многие учителя, мастера разных вот, духовных, современных духовных практик и вот там Not the consciousness that I New am, Age движений, that I am male or I am female, or I am young, I am old, but just the I amness. они считают, что вот это и есть фокус как духовной практики. Вот это медитация на состояние того, что я есть, я существую. This is called shakshitva. Я, что я состояние сакшитвы, свидетельства. That I am none of the things which are being experienced. I am Что only the человек I должен am. понять, что он не есть там мужчина, женщина, что он не продукт какой-то расы, что он там не кто-то в мире, а именно просто, что я есть, я существую. But this is not the last word in realization. Но это не является последней ступенью в самоосознании. So, in this stage, В этом состоянии the consciousness is only in chitta. сознание сфокусировано на чите. And that person feels very much liberated from the influence И of человек external чувствует себя influences. освобожденным от постороннего влияния, от внешнего влияния. But what is this? The Atma, his consciousness is reflected into chitta only in the form of consciousness, but he still has no positive awareness of the nature of Atma. Но йог все еще до сих пор он не может осознать позитивные атрибуты атмы, именно души. Он просто воспринимает это сознание, читу. Because according to the Vedas and Patanjali's Yoga Sutras, the Atma has a swarup, it has its own form. Что Веды и Патанджали тоже объясняют, что у атмы, у души есть своя форма, сварупа, своя отдельная форма. When the sasmita, Sampragьята, samadhi comes, there is a detachment from all the things of the world. I am this consciousness. But you are not only consciousness. The soul has its own personality and form, which is still at this point covered. И в этом состоянии, четвертом уровне сампрагьята самадхи, йог понимает, что я есть, что он нечто отдельное от всего внешнего мира и от всех ярлыков и определений материального мира, но он все еще не осознает индивидуальную форму своей души. But because when sattva gun becomes very high and the person goes into meditation, they come to this stage, sasmita samadhi. They imagine that the soul has no form and no qualities. Концентрированная, This is a big mistake which goes on in many spiritual circles. концентрированная саттва-гуна вызывает как раз это состояние, это мировоззрение, что все, мы все едины. И вот это является таким общим, частым, обычным заблуждением разных духовных движений. It's like a spiritual, it's like going down a one-way street and coming to a dead end. Это как зайти в It's like a тупик. spiritual dead end. Это как духовный тупик, что все заканчивается таким, это So, духовное движение тупиком. and this is why the Patanjali has explained samadhi siddhi ishwari pranidhanatvat. Without the spirit of devotion to God, you cannot become perfect. Поэтому Патанджали объясняет, не предавшись Ишвари, Верховному Господу, невозможно достичь совершенства. Because when your trance comes to this stage, now there's no longer any activity. Что когда транс приходит, достигает этого уровня, то уже нет никакого действия. At least the senses, where there's some rajaguna, they have some kriya, they have some activity. Потому что But here is inaction. сенсорный уровень все еще проявляет действие, потому что на чувство влияет крия шакти. Only awareness
А в состоянии So from there, there's nothing you can do to go higher. в состоянии медитации на читу уже это все предел. Уже не на что медитировать, потому что нет больше действия. Это просто чистое сознание. So Patanjali has said, Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana, that when the person has spirit of devotion to Ishvara, to Supreme Lord, then Ishvara, by the power of his mercy, draws that soul out of Sattva Guna, up beyond Sattva Guna, into the spiritual plane. Поэтому Патанджали объясняет необходимость самопредания Ишвари, Господу, потому что лишь Господь по своей милости, своим желанием может притянуть атму вот с этого уровня медитации сасмита самадхи и поднять выше на трансцендентный уровень. So real sadhana is like the crying of a baby. Поэтому настоящая садхана это подобно плачу ребенка. If a baby cries, Если ребенок then the mother заплачет, comes running and takes care of то мама the подбежит тут же и позаботится о ребенке. So when the heart is calling the names of Parameshwar through japa, through kirtan, Поэтому когда сердце, then Parameshwar comes and takes that soul out from, even from Sattva Guna, out of Prakriti. поэтому когда человек начинает взывать Парамешвари через киртан, через медитацию, воспевание его имен, то Парамешвара притянет его и вытянет его даже с уровня саттва гуны и поднимет его выше. So is that clear to everyone? Это Four types of понятно, вот Сампрагьята эти 4 Samadhi. вида сампрагьята самадхи. Savitaka Nivritaka, Savicha Nivricha, Sananda and Sasmita, Sampragьята Samadhi. Вот как раз это были 4 вида сампрагьята самадхи. Now you have an idea about this, we can begin to approach the development of the yoga И series. теперь, поняв вот эти 4 уровня сампрагьята самадхи, мы можем приступить к пониманию различных мистических сил, йогов. So because time is short today, I just want to introduce the idea of the siddhis, and tomorrow we'll show how the direction of the laser of consciousness brings to in different aspects of the elements, brings about each one of the siddhis. Сегодня мы не успеем обсудить все подробно, поэтому сейчас мы просто сделаем общий обзор мистических сил, а завтра мы уже подробно обсудим, как луч сознания йога направляется на разные элементы и вызывает, развивает эту мистическую способность. We'll give a few examples today, but Сегодня we'll мы explain in detail. обсудим несколько примеров, но завтра мы очень подробно это обсудим. So the Astasiddhis, the 8 mystic perfections, are called Anima Mahima Lagima Prakta Prakami Isitavasana Kama Saita. Вот это астасидхи, 8 главных мистических сил йогов. So Anima Siddhi means to develop the power to become smaller than an atom. Анима – это способность стать меньше, чем атом. So in this state, the yogi is directing his chitta, the laser of his chitta, towards the atoms. В этом состоянии йог направляет лазерный луч своего сознания на атомы. But at the same time doing Ishvara Pranidhana, Но spirit of одновременно, devotion to God, as Paramatma, who is present within every atom. он совершает Ишвара Пранидан. Он совершает акт преданности по отношению к Парамешваре, который присутствует в форме сверхдуши в каждом атоме. In this way, the yogi's form appropriates the qualities of the Paramatma and becomes finer than atoms and can just walk through Сверхдуша присутствует в каждом атоме. Что йог делает? Он медитирует на сверхдушу, перенимает на себя качество сверхдуши и развивает способность проникать, становится меньше, чем атом, и может проникать в атомы. Very useful if you've been locked out of your house. Это полезно, если вы не можете попасть домой обратно, если дверь закрыта, вы сможете пролезть скважину. Mahima is to become larger than the largest Махима – это способность стать огромным, преогромным, and heavier than the и heaviest. тяжелее самого тяжелого. In this, the yogi sends his mind to the Mahatattva. Как йог достигает этого? Он посылает луч своего сознания на Махаттатву, which is the unmanifested total material energy which pervades the whole а universe. Махаттатва – это совокупность, непроявленный потенциал всей материальной энергии. And at the same time, he does Ishvara Pranidhana to the form of Garbhodakashayi Vishnu. И он He совершает is the form of the Paramatma of the whole universe. самопредание Гарбхадакшай Вишну, который является формой
цвет души всей Вселенной. So Vishnu has one form in every atom called Paramatma or Kirdakashay Vishnu, and another form which pervades the whole universe called Garbhodakashay Vishnu. У Вишну есть две ипостаси. Одна, которая крошечная и находится, пребывает в каждом атоме Вселенной, а вторая форма это So in this way, она вселенская. you can gain a vision of the world from a perspective of being smaller than an atom, or from the perspective of being as big as the universe. Things look very different, you know, from different perspectives. Представьте, тогда йог может воспринять всю Вселенную с ракурса, будучи меньше атома, с такого микроуровня, и с ракурса, будучи самым большим в мире, во Вселенной. Это все по-разному будет выглядеть. In the Bhagavad Purana, there is the description of the life of Dhruva Maharaj. Бхагават Пурана повествует описание жизни Друвы Махараджа. He was only a boy about 5 years old. Он был 5-летним мальчиком. But he did very intense yoga sadhana in a briksha asana. Но он встал в брикша асану и стал совершать очень серьезную такую аскезу. And when he sent his consciousness to the Mahatattva, И когда он послал свое сознание в Махаттаттву, he became heavier than the whole planet. он стал тяжелее всей планеты. It said because to hold the asana you have to push down with your big toe. Потому что, чтобы удерживать асану, нужно нажимать вниз большим пальцем ноги. And when he pushed down with his toe, there was an earthquake. Пальцем на землю, то началось землетрясение. So that example has been given of Dhruva Maharaj. Это пример в Бхагават Пуране Dhruva Махараджа. So then Laghima, to become lighter than the lightest. Мистическая сила лагима, стать легче самого легкого. For example, if the yogi will send his chitta, the laser of his consciousness, through the nirvichara samadhi onto the air element. Если посредством нирвичара самадхи йог направит лазерный луч своего сознания на элемент воздуха, то тогда его читта трансформируется, он приобретает, он перебирает на себя вот эти качества, атрибуты элемента воздуха, и он тогда получает вот эту силу лагима. Он станет легче, чем воздух, он может передвигаться посредством левитации. By fire, he can become lighter than, not lighter than air, lighter than light. И он может стать легче, чем не воздух, а даже легче, чем свет. Lighter than light itself. Медитируя на элемент огня. So when that siddhi comes, then the yogi can travel to the sun planet on the rays of the sun. И тогда с этой мистической силой йог может путешествовать на планету Солнца просто по солнечному лучу, он может передвигаться. So these are some of the astonishing experiences that a person can have once the Sampragьята samadhi has developed. Это доступно тем, кто уже усовершенствовал Сампрагьята самадхи. Now, in truth, all of these things, they're actually obstacles in spiritual life. На самом деле, по правде говоря, любая из этих мистических сил станет огромным препятствием на пути духовного развития. Because all transcendentalists, they want to transcend the entire material world, because everything is under the purview of time. Потому что настоящий трансценденталист хочет зайти за пределы материального плана, потому что тут все находится под влиянием времени. Whereas all these cities, all these powers, they may be great fun. А все эти ситхи, but it's basically you're still within the purview of material time and space. Сверхъестественные силы, они замечательные. Space, but still within time. Они замечательные, это очень развлекательно, но все это находится под руководством времени, фактора времени. So when one develops these powers, all the gods of nature, the sun and the moon and the rain and the wind, they all come to give benedictions. Когда человек получает эти ситхи, то все полубоги приходят к нему, чтобы дать ему благословение. While you're meditating, you will see the gods flying in their flower airplanes in the sky. В медитации, в трансе вы увидите, как все полубоги передвигаются в своих воздушных кораблях. And they'll come and offer so many mystical gifts. Они будут предлагать всякие мистические дары. So all the sages say, when you see them, just bow down. Поэтому все риши предостерегают им, когда вы видите, это будет происходить, просто склонитесь. But don't even have any facial expression. Но даже не реагируйте, даже не делайте никакие. And continue. Виду не Don't be подавайте. distracted by Что вы anything. видите,
И не поддавайтесь на эти соблазны. Be fixed in bhakti. Будьте зафиксированы в своей преданности. So, these are the 8 primary, they're mukhya siddhis, and these are the 10 secondary siddhis. There are 9 here, and then the 10 siddhis has 5 divisions. Тут были главные 8 мистических сил, тут у нас есть 9 второстепенных, и последняя 10-я второстепенная мистическая сила тоже делится на 6. So they include the power to hear a conversation which is going on. Тут разные силы. Способность подслушивать разговор, который где-то происходит очень много-много километров от вас. Power to change one's form. Способность изменять облик. Into anything. Принимать любую форму. Into an eagle. Стать орлом. Into a dolphin. Или дельфином. Why? Because now one's consciousness is focusing. One has come to a very subtle level of consciousness, and all the gross elements are included in as a potential in the subtle ones. So if one becomes a master of the subtle elements, then all the potential of the gross elements is included in that. Потому что теперь человек овладел очень тонким уровнем сознания, а все грубые элементы, они присутствуют в потенциале на тонком уровне, поэтому они полностью подвластны ему. So don't think that this is some type of just a fantasy discussion about magic. Не думайте, что это какая-то фантасмагория, что это какая-то выдумка или фантастика. This is a very deep science. Это exact, precise science. Это очень серьезная ведическая наука. So powers to enter into the body of another person and experience life through that. Способность войти в тело другого человека и прожить его жизнь, испытать жизнь в его теле. So once there were 2 bandits, and they came together to have a debate. Однажды 2 бандита встретились, чтобы провести дебаты. So one bandit said, "What will be the subject?" И один из них спросил, на какую тему мы будем спорить. So the other bandit knew that his opponent, he was a brahmachari. И второй бандит знал, что его оппонент, что он был брахмачари, что он следовал целибату, что он был монахом, который в жизни не общался с женщинами. So he said, "We will debate Kama Shastra." Он сказал, мы будем с тобой обсуждать Кама-шастру, Кама-сутру сегодня. So then, how will he win the debate? Как брахмачари может выиграть дебат по Кама-сутре? So then he said, "Okay, I'll debate you tomorrow." Тогда этот брахмачари сказал, хорошо, давай перенесем этот дебат на завтра. So then by this siddhi, Parakaya Pravesh siddhi, he entered into the body of a king who had many wives and maidservants. And discovered everything, and then came back and said, "Okay, now." Тогда он вошел в тело одного царя через вот эту Паракая Правеш ситхи, и у этого царя было много жен, у него был большой гарем. Он все испытал, испробовал и вернулся, и тогда он уже мог спорить по Кама-сутре. So these are some of the secondary 10 types of secondary yoga siddhis. И вот это 10 второстепенных йога-сидх. So now. You remember from yesterday, we were discussing why is it that Patanjali, he said, Samadhi Siddhi Ishwar Pranidhanatat, that the perfection of Samadhi comes by devotion to God. Вчера мы слышали, как Патанджали пришел к выводу, что совершенство транса достигается через акт самопредания Ишвари, Богу. And we discussed how some of the commentators said, "Oh, Patanjali had a bad day." Мы также обсуждали только что последующие комментаторы, те, кто комментировал на сутры Патанджали, некоторые говорят, да нет, наверное, что-то он там не так написал, он не имел это в виду. His sutras are great, but when he wrote this one, he must have had a bad day. He made a mistake. Да, все с его сутрами в порядке, кроме это что-то явно он тут не так написал. How can the result of all types of yoga sadhana just come from bhakti, from devotion? Они не могли признать этого, что как могут весь плод совершенства практики йоги прийти через просто акт самопредания Богу. But the direct disciple of Patanjali, whose name was Vyas, he wrote a commentary on his Guru Один из Sutras. комментаторов, Яс, он был непосредственным учеником Патанджали, и он тоже написал комментарий на йога-сутры своего And учителя. there he explained what was the internal reasons, the thought behind Patanjali. Он объяснил причины побуждения, что побудило Патанджали написать эту сутру. So, the ahankara, the ego, that I am the doer of activities in this world. Аханкара, вот это чувство
что я действующее лицо, что я главный, and I am the enjoyer of this что world. я наслаждающийся. This is the root cause of the development of all the coverings of material energy. Это главная причина, это корень причины проявления всех этих следующих уровней существования. So, when there's Ishvara Pranidhan, that means to give up ahankara. И вот эта преданность Богу, Ишвара Пранидан, это как раз акт, способность оставить это эго. I am not the doer of anything. Человек признает себя, я ничто, я не действующее лицо. All is going on by the laws of karma. Человек осознает, что все происходит по законам кармы. I am not the enjoyer of anything. Я не наслаждающийся. I exist only to give enjoyment and service to Ishvara. Смысл моего существования лишь только доставлять удовольствие Ишваре, служить Богу. Nothing belongs to me. Мне ничего тут не принадлежит. Even my own soul does not belong to me. Даже моя собственная душа мне не принадлежит. My soul belongs to Ishvara. Моя душа принадлежит Ишваре. This is called bhakti, love. Это бхакти, преданность, So любовь. when the person adopts the devotional attitude, И когда человек начинает себя так вести, у него появляется такое отношение преданности, then the ahankara dissolves and all the rest of the entanglement, everything is unwound from there. то All вот dissolved. аханкара начинает растворяться, это ложное эго, и все остальные вот эти трансформации аханкара тоже растворяются, So разлагаются. Vyas, the disciple of Patanjali, in his commentary, В своих комментариях Яс, ученик Патанджали, that написал, by bhakti vishesh, intense devotion, bhakti vishesh, Бхакти intense Вишеш, devotion, интенсивная преданность, which consists of a hankering to meet with the Parameshwar, которая состоит из такого интенсивного желания встретиться с Парамешварой, to feel anticipation at every moment. чтобы чувствовать Oh вот Ishvara, where are это you? Where are you? нарастающую вот эту надежду, вот это волнение, трепетание сердца. Когда же я увижу Ишвару? Then by this mood, then Ishvara is attracted and he draws that soul towards himself. Это настроение привлекает внимание Ишвары, и тогда Ишвара притягивает эту душу к себе. That means the consciousness, the soul which is absorbed in this, the prakriti, goes beyond prakriti. Это значит, душа, которая до этого была, как раз существовала на уровне материальной энергии, пракрити, может уже зайти за этот уровень материальной энергии. The second most famous commentary on Yoga Sutras is written by Vachaspati. Vachaspati Мишра, второй самый известный комментатор на Патанджали Йога Сутры. So he makes a commentary on the commentary. Он в свою очередь комментирует на комментарии, написанные Вьясом. He says, what does Vyas mean? That Ishvara draws the Atma towards Он himself. говорит, что имеет в виду Вьяс, когда он говорит, что Ишвара сам притянет Атму к себе? He said that you meet face to face. Это значит, что ты лицом к лицу встретишься с Ишварой. The soul has a face. Что у души есть лицо. That is called Atma Swarup, Атма Сварупа. the eternal form of the soul. Вечная форма души. But if one only practices the yoga or gyan sadhana, then one will come up to the level of the asmita, I am. Но если человек не практикует бхакти, лишь останавливается на уровне просто практики йоги или гьяны, то максимум, чего он достигнет, вот этого уровня асмита, что я есть. One cannot positively discover what is the form of my Он не soul. сможет узнать форму, он не сможет познать форму души. Every soul has extremely beautiful У form, каждой души есть чрезвычайно красивый which облик. is expert in all arts, И каждая душа талантлива. in singing, dancing, Каждая душа, трансцендентная форма души обладает всеми талантами, the музыкальными, spiritual plane. The spiritual has more music and more art, more beauty, everything than this world, which is only a dim reflection of the В transcendental. духовном мире гораздо больше разнообразия, красоты, музыки, танцев и искусства, чем на материальном плане, потому что материальный мир всего лишь такое искаженное отражение духовного мира. I want to tell one very beautiful history. Я хочу рассказать интересную историю. Once there was a tribe of swine herders, pig herders. Однажды жило племя свинопасов.
So, in this tribe of swineherders, there was the king of this low caste И tribe. главный глава этого племени свинопасов, The tribe is called Shabara. это племя называлось Шабара. And they maintain their life by tending to pigs. И они заботились о свиньях и так поддерживали свое But the king of существование. that tribe was quite powerful. Но царь этих свинопасов, он обладал силой And he had и властью. a very beautiful daughter named Shabari. We know her Shabari. У него была очень красивая дочь, ее называли просто Шабари. So as she grew to teenage, adolescent years, И когда она уже подросла, стала подростком, her father arranged her marriage. папа организовал ее замужество. So she saw in the village that there was a huge herd of goats. И она увидела в деревне огромное стадо козлов. And she asked someone, oh, why has someone brought all these goats here? И спросила, почему тут, кто привел это огромное стадо козлов? They said, oh, tomorrow you will be married. And to celebrate, they're going to kill all these goats and then everyone will И be. ей объяснили, что в честь твоей завтрашней свадьбы всех этих козлов убьют и подадут на праздничный обед. So she looked in the eyes of the goats. И она посмотрела в глаза козлика, She thought, you're just like me. и она подумала, ты не отличен от меня. You have eyes, I have У eyes. тебя глаза, у меня глаза. You have mouth, I У have. тебя рот, у меня рот. You have mother and father. У тебя мама Children. и папа есть, и дети, у меня тоже мама и I папа. cannot tolerate that they will all be killed. Она подумала, для меня это невыносимая идея, что их всех убьют ради меня. So she decided the only way to solve this problem was to just run away in the middle of the night. Then there'll be no marriage, and then. Она решила просто сбежать ночью, чтобы не было никакой свадьбы, и чтобы не было необходимости убивать всех этих животных. So Shabari, she ran away from home. She went to the forest. И эта девочка убежала ночью в лес. She was thinking, the world, it seems very cruel and unfair. Она подумала, этот мир очень жесток и несправедлив. What a strange place I am in. Какое это странное место, почему я тут? What is the meaning of this life? Какой смысл вообще в этой жизни? I want to find a guru Я хочу найти учителя who себе. can enlighten me on all things. Я хочу найти гуру, который объяснит мне все. So she wandered through forest and mountains for a long time. В течение долгого времени она странствовала по лесу, по горам. And finally she met a great sage. His name Наконец-то was Matanga Rishi. она встретила великого Риши, святого, которого звали Матанга. And she accepted Matanga Rishi as guru. Она приняла его своим учителем. And she was staying close to his ashram and humbly doing service Она there. жила неподалеку от его ашрама и служила в меру своей способности. Sweeping, Подметала ашрам, bringing water from the river, приносила воду из реки каждый день, collecting firewood. собирала дрова. So, in a very humble way, she was serving her Очень guru. смиренно, кротко она служила своему учителю. So after some time, when her guru saw she was very sincere, then he gave her mantra. И гуру, этим поведением она доказала свою искренность гуру, и гуру дал ей посвящение, он дал ей мантру. And every day she was chanting this mantra, И каждый день она стала воспевать эту мантру, composed of the name of Ram. которая состояла из имен Рамы. So many years went by, Прошло много лет, and when her guru was very old и уже когда ее гуру был в таком очень преклонном возрасте, and about to leave this world, перед тем, как покинуть пути из этого мира, he told her, он ей сказал, you should go into the forest every day, каждый день заходи в лес and you should pick some fruits и собирай фрукты, and bring them to your little hut, и приноси эти фрукты к себе в хижину, and then you should offer them to Ram. и предлагай их Раму. And I tell you that one day Я обещаю тебе, что Ram himself will come there and he will он eat your сам fruits. лично придет к тебе и почтит твои фрукты. And then her guru, he passed away. Ее гуру ушел из этого мира. So she has guru У нее есть гуру and the и mantra мантра, and some instructions и also. наставление также. All that is now required is nishta, Все, что от нее means требуется, это firm вера. faith, Ништа, твердая вера, no doubt. без всяких колебаний и сомнений. If any soul, they have a realized, qualified guru, a pure devotee guru, and mantra, and some instructions, their life will one day become perfect. For sure. Если душа найдет себе, человек найдет себе
настоящего духовного учителя получит мантру и наставление от него, то это уже почти что гарантирует успех в жизни. So every day she would go out into the Нужно forest это вера. and find some fruits. Каждый день она ходила в лес, собирала сочные плоды. Actually, she did not know when you make an offering of fruit or you offer anything in bhakti, you should not taste it yourself first. You have to offer and you can taste afterwards. В традиции бхакти делается подношение, что-то предлагается Господу, то нельзя это пробовать до того, как мы предлагаем это. Но она хотела убедиться в том, что плоды были действительно вкусными, она пробовала их. But she was so concerned. Is this fruit sweet or is it bitter? If I just taste it, say, oh, this is bitter. Она так беспокоилась, что может ей по ошибке попадется кислый или горький плод. Oh, this one is really sweet. I will give this one. И она брала, откусывала кусочек, потом находила самый сочный, сладкий, и вот этот она предлагала. So in one sense, she was breaking the rules. С одной стороны, она нарушала правила и предписания. But in the path of bhakti, На практике, в традиции бхакти, love is more important than the rules. любовь важнее, чем правила. So because she was tasting out of devotion, И так как она вот так сама пробовала не ради себя, а ради преданности и заботы о Господе, чтобы ему служить, so she то would take это fruit every простительно. day and bring it to her ashram, put it on a plate and pray. И каждый день она так собирала плоды, приносила, выкладывала их на блюдо в своем ашраме и молилась. But nothing happened. Но ничего не происходило. So then the next day she would do the same. На следующий день она опять ходила, собирала плоды. Again nothing. Опять ничего не происходило. But she had very strong faith in her guru. Но у нее была непоколебимая вера в слова гуру. So for 1 year, Целый год так. 10 years, Потом 10 лет прошло, 20 years, 20 лет. but she never gave up. Но она не отчаивалась. After some time she was thinking, Через некоторое время она подумала: oh my Lord Ram, о мой Господь Рам, his feet are so soft. у него такие нежные стопы. How can he walk down this hard stony path to my Как он ashram? ко мне придет по этой тропинке, на которой так много колючек и камушков, как он дойдет до моего ашрама? So then she took all the stones out of the path. So it Она was стала always sand. тогда расчищать эту тропинку, которая вела к ее ашраму. And then she thought, he's coming for sure. Потом она подумала, он непременно придет. So I should pick flowers as well, and I should put the flowers all over the path. So when he walks down the path, it will be very soft and fragrant. Поэтому мне нужно собирать цветы и каждый день выкладывать их на тропинку, чтобы когда он шел по этой тропинке, она выглядела красивой и он там пахло приятно. So as the time was going on, she did not have any doubts. She was not losing faith. Она не Her теряла faith was веру. increasing more and Наоборот, more. с потоком времени ее вера становилась все сильнее и сильнее, пребывала энтузиазмом. So gradually, she became very old, И со временем она уже состарилась. and she was walking with a stick, И она уже ходила с тросточкой. and she went out into the forest Она with ходила a stick. каждый день в лес. And it was quite difficult to get the fruits. Ей уже было трудно дотягиваться до плодов. But whatever she could reach, she took it. Okay, this one is good. Но она продолжала свое служение. Она собирала эти плоды, пробовала их, выбирала самые сладкие. And every day she would sprinkle the fresh flowers on the Каждый path. день она выкладывала цветочки по тропинке, которая вела к ее ашраму. And then she sat to offer the fruits. И она садилась и предлагала эти фрукты в медитации. Hare Ram, Ram Ram, Hare. And then she looked and saw very beautiful spiritual form, smiling face, lotus eyes, very attractive, was walking down the path on the flowers. И однажды она посмотрела и увидела, как прекрасный мужчина очень трансцендентного облика шел, улыбаясь по тропинке, которая вела к ее ашраму. And Ram was walking towards her ashram. Это был Господь Рам, Рамачандра. With his associate Lakshmana. И он шел не один, он шел в сопровождении своего брата Лакшмана. And he came into her ashram. И Рама подошел к ашраму, And she bowed down to him и она склонилась перед ним and said, oh, can I offer you some fruit? и сказала: могу ли я предложить тебе эти фрукты? So then Lakshmana, Ram's associate, he said, don't take it, she's already eaten herself. Спутник Рамы, Лакшман сказал: не прикасайся к ним, потому что они надкушенные уже, она сама их кушала. And Ram ignored him Но Рам даже не слушал Лакшмана, because of the love. потому что его притягивала любовь. So then Ram, he picked up one fruit.
И Рам взял плод and then he tasted it. и откусил And then кусочек. he said to Lakshmana, И сказал Лакшману: without tasting this yourself, you cannot imagine how delicious it ты даже is. себе представить не можешь, насколько вкусный этот плод. Because her devotion, her spirit of devotion entered into the fruit and he was tasting the flavor of her love. Потому что энергия ее любви, ее преданности, она уже попала в этот плод, и он вкушал вот этот вкус ее любви. And Shabari, she was very old now and she was crying. Пожилая Шабари, она с умилением смотрела на Господа, она рыдала And she was remembering her guru. и вспоминала своего гуру, Many years ago, who gave her mantra and told her what to do. который много-много лет тому назад дал ей мантру и наставление. And she realized, oh, this is all the mercy of my spiritual И master. она поняла, это исполнилось благодаря милости моего духовного учителя, это все его милость. She prayed, oh Ram, И она молилась: о Рама, you never look whether the person is educated or not ты educated. не делаешь различий между образованными людьми и безграмотными. You never look whether the person is rich or poor. Ты не делаешь различий между бедными и богатыми. You never see whether the person is beautiful or ugly. Ты не делаешь различий между красавцами и некрасивыми. Only you see their bhakti, devotion. Все, что тебя волнует, это их преданность. Ram said, yes. Рам сказал: да, это так. If someone will associate with the sadhus, Если человек общается с садху, с святой личностью, serve them in a humble и mood, служит садху в смиренном настроении, they will pass their life chanting japa of my names. то человек проведет свою жизнь, воспевая имена джапу моих They will имен. sing and dance in kirtan. Человек будет танцевать и петь в киртане, They will recite the Vedic scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam. будет изучать и повторять ведические писания, такие как Бхагавад-гита, Бхагаватам. Then, even though I am Ishvara, the controller of the universe, То несмотря на то, что я Ишвара, я повелитель Вселенной, but that person completely controls me. то я попаду полностью под контроль этого человека. In this way, God becomes the devotee of his own devotee. Таким образом, Бог становится преданным своего собственного преданного. And they feel oneness with each other. И они чувствуют единость такую близость. This is the real meaning of Kaivalya. И это и есть настоящее глубокое значение кайвальи. Kaivalya means Shuddhata, purity. Кайвалья означает шудата, чистота. There is only one thing there, love. It is not mixed with any ego or any Это personal чистота, motivation. это любовь, в которой нет примеси никаких корыстных интересов, никаких желаний. This love is not even mixed with desire for liberation. Там в этой любви даже нет примеси желания освобождения. What to speak of any petty, insignificant material thing. А что уже говорить о каких-то жалких, незначительных, мирских, обывательских вещах? So then, that old lady, Shabari, Эта старушка Шабари she passed away. уже покинула этот мир. But her Atma, in a very beautiful spiritual form, entered into the eternal pastimes of Lord Rama. А ее атма в прекрасном трансцендентном облике попала в обитель Господа Рамы. There is eternal play of love between the Atma and Ishvara. Между атмой и Ишварой идет вечная игра любви. So in Sanskrit, that eternal play of love is called Leela. И на санскрите эта вечная игра любви называется лила. That is why you're all here in Leela Поэтому вы cottages. все оказались тут в лила коттедже. This place is called Leela cottages. Это место называется лила коттеджи. It means the place where you can enter into the Leela. Место, где вы можете попасть в лилу, войти в эту вечную игру между Ишварой и Атмой. So, just to complete our discussion today, we want to look at some of the sutras of Patanjali's Yoga Sutrah, Сейчас в завершение сегодняшней лекции мы рассмотрим несколько сутр Патанджали, which describe the process for Ishvara Pranidhana. которые описывают процесс Ишвара Пранидана, самопредания Ишваре. So this is a Samadhi Pada from the first chapter on Samadhi, Первая глава сутр Sutra 27. Самадхи Пада. И
В ней мы находим сутру номер 27. The previous sutra describes the qualifications of Ishvara. Предыдущая сутра описывала квалификации определения Ишвары. So this sutra saying tasya means of that Ishvara, vachaka pranava. Vachaka means who is indicated or who is named by pranava. И эта сутра говорит тасьят, и того Ишвару Вачака называют как именем So pranava is the sacred syllable. Oh. Пранава это священная звуковая вибрация Ом. So according to Patanjali, the deep meaning of the syllable Om is this is a name. Патанджали объясняет, что сокровенное значение этой вибрации – это имя Ишвары. In the commentary of Vyas, he mentions if you look in Rig Veda and other Vedas, you can find many other names. Vyas в комментариях объясняет, что в Риг Веде, в других ведах можно найти много других имен Ишвары. So, for example, in the Rig Veda it says, Om Swastino Govinda Swastino Achyutananto Swastino Vasudevo Vishnu Dadatu, like this. So these are all the names of God given in Rig Veda, like Govinda, Achyuta, Ananta, Krishna. В Ригведе множество других имен Ишвары даны, такие как Ананта, Ачюта, Говинда, Кришна. So that's very nice because you can do kirtan of those names. Это замечательно, потому что это разнообразие имен можно воспевать в киртане. At the beginning of our cemetery we're singing Krishna Govinda Govinda Gopala. This is very sweet. If you try to do kirtan of Om, it doesn't work. Очень трудно так сделать такой заводной киртан мелодичный из просто Om. Поэтому замечательно, что у Ишвары много имен. So you should take the pranava here as being one example of the type of vachaka or the names of Ishvara that can be used for meditation. Поэтому в данном контексте этой сутры пранава это как пример имени Ишвары. So let's go. So then Patanjali is explaining the method for Ishvara Pranidhan. Патанджали объясняет процесс Ишвара Пранидана. So he said, Tads japas tad artha bhavanam. It means, japa means repetition of the name. Джапа это повторение имен. And tadartha bhavanam means while meditating on the meaning. Что нужно повторять имя Ишвары и понимать значение имени, медитируя на значение. So the different names of Ishvara given in the Vedas, they imply different aspects or different divine transcendental qualities of И Ishvara. разные имена Ишвары, которые даны ведами, они несут в себе разные качества, атрибуты Ишвары. For example, Ram means the reservoir of all pleasure. Рама это резервуар всего удовольствия. Krish means attraction. Криш означает привлечение, привлекать. Attraction. That means that Ishvara is so beautiful. If you see him, all your senses, everything become attractive. As if being, Krish also means drawing, like drawing a plow. It's as if you're being dragged towards him. He's that beautiful. Слово Криш может означать также тянуть. Что это означает, что Ишвара настолько красив, прекрасен, что если вы увидите его, то все ваши чувства просто потянутся к нему тут же. Na means ananda, joy. На означает ананда, блаженство. So the vibration Krishna means the combination of all attractiveness and all joy. Поэтому сочетание вот этих слов Криш и На означает это средоточие всей красоты и блаженства. So Patanjali in the previous sutras has already said that person is beyond time. В предыдущей сутре 26 уже Патанджали объяснял, что Ишвара это та личность, которая тот Пуруша, который за пределами влияния времени. Vishesh Purush, a unique individual. Он уникальный индивид, он отдельный индивид. So in this way, a person should repeat the name that is called japa, and at the same time, one should contemplate upon the meanings of the mantra. И человек должен повторять святые имена,
совершать джапу имен и медитировать на значение этого имени Ишвары. Oh, do you have some malas? So, in the Vedas, there are some very beautiful explanations of japa. Есть очень разные красивые объяснения So, джапы. we want to focus on this word, japa. Yeah, can you translate? We want to focus on the meaning of this word japa. Мы хотим сфокусироваться на значении слова джапа. So, first of all, there are three types of japa. Существует 3 вида джапы. The first one is called the vachik japa. Первое – это вачик джапа. Vachik means audible, that the others can hear the sound. То, что слышное, то, что слышно вам и другим. Hare Krishna, all can hear. Then there is upangsu japa. Upangsu Упансу джапа. means it's very, very soft, and only you can hear it inside. Вачик – это такое внятное, громкое. Упансу очень едва слышное. Others can only hear a whisper. Что вы слышите, а другие слышат просто как шепот какой-то. I can hear inside, but you can Я only hear. слышу внутри, а вы просто слышите шу-шу-шу. So that's the upangsu. And Это then there's упансу джапа. manasik japa. Manasik japa is the lips are not moving at all. Манасик джапа – это полностью мысленная джапа, And мысленное one is повторение. only repeating the mantra internally in the mind. Ни язык, ни губы не двигаются. Мантра просто происходит по повторению в уме. So of these three types, Из 3 the видов vachik japa is actually the best and most powerful. вачик джапа является самой такой могущественной формой джапы. Because Самой the лучшей. body, the pran, the organ of speech and hearing, all are being used simultaneously. Потому что в этот процесс вовлекается и тело, все органы слуха, язык, речи также, все. And not only that, but the audible vibration sends waves throughout the whole world И вот эта слышная and вибрация, neutralizes the karmas of anyone who touches that vibration. также эта вибрация расходится в окружающей среде и также нам меняет карму тех, кто слышит ее. Now, how to practice japa? Как практиковать джапу? Because this japa is the most effective form of Ishvara Pranidhana. How to be devoted and surrendered to the Supreme Conscious Being in your heart. Джапа – это самый эффективный метод Ишвара Пранидана, предание Господу, который находится в сердце. So it is stated in the Vedas, Mano madhye stita mantro, mantro madhye stitam manaha, mano mantram samayuktam, etadhi japalakshanam. Etadhi japalakshanam. These are the symptoms of japa. Веды описывают симптомы джапы. First of all, you should put the mantra in your mind. Что нужно вложить мантру в ум. Usually, from the guru, from the spiritual master, the guru will give a mala. Обычно духовный учитель дает малу, такие четкие. So whenever you see a painting of Lord Shiva or Ganesh, usually they always have a mala. Обычно, если вы увидите изображение Шивы, Ганеша, они обычно держат четкие бусинки в руках. Because Shiva and Ganesh, they also know which is the best type of meditation. Потому что и Шива, и Ганеш знают, что является лучшей формой медитации. So the mala is just a way of keeping count. How many mantras you Мала are chanting. помогает нам считать, сколько мантр мы прочитали в джапе. So a person will chant one mantra on each bead. На каждой бусинке человек прочитывает мантру. And when they come, one bead is bigger than the others. It's called the Sumeru bead. И у них одна бусина, она самая большая, называется сумеру. So when you come back to there, you have to И turn когда out and go the other человек way. дочитывает мантру до этой бусины, он поворачивает четко и идет в обратном направлении. So there's always malas always have 108. В каждой мале, во всех четках обычно 108 бусинок. And when one mantra is completed, then one bead is slid down on И the когда count here. человек завершил воспевание 108 мантр, джапу, он считает на этом маленьком счетчике одну бусинку. So a person can keep track how many times they have chanted 108 mantras. Таким образом, человек четко знает, сколько раз он прочел 108. Сколько раз он прочел, сколько кругов джапы он прочел.
So, for example, in the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, there are 16 names. В Махамантре Харе Кришна 16 имен. So if you do one round, one mala, it will be 16 times 108. Поэтому если вы прочтете одну полную малу, 108 бусин, это получится прочтение 16 умножить на 108. So usually on the counters they have 16 here and 4 on this side. Обычно на счетчике, на бусинках счетчика, там 16 бусинок с одной стороны и 4 с другой. So usually the devotees, they'll chant 16 of these beads will go down, means 25,000 names. И обычно, если человек прочел, вот насчитал 16 кругов по 108, у него получится 25 тысяч And then on the имен. other side there are 4 beads. So when 16 are done, one moves one here. So you can do 16 times 1, 16 times 2, 3, 4. That's 100,000 names. И там есть еще 4 дополнительных бусинки. Поэтому, прочитав 16 полных кругов, человек отчитывает одну бусинку на другой части счетчика. И дочитав все их 64, это получится 100 тысяч имен Ишвары. You can begin your meditation only in 20 minutes or 30 minutes. Можно начать джапу, посвятить джапе 20 минут, 30 минут в день. And slowly increase. И постепенно увеличивать. It takes about 2 hours to do 16 malas. Приблизительно обычного человека займет 2 часа, чтобы прочесть 16 кругов. But as you increase more and your meditation goes deep, you can do 64 malas, 100,000 names in about 5.5 to 6 hours. Ну, усовершенствовать практику человек может уже в таком зрелом состоянии прочитывать 64 круга джапы, 100 тысяч святых имен где-то за 5-6 часов. If a person can apply themselves with determination by this 100%, I give you money back guarantee, you will have darshan of God. И если человек серьезно, так искренне воспевает по 64 круга в день, Otherwise, I give you refund. я вам даю гарантию, я вам верну все деньги, гарантирую, что вы получите даршан Бога, если вы будете так серьезно воспевать джапу. Actually, we're not charging anything. Я ничего не брал, мне нечего возвращать. Spiritual things are priceless. You can't charge them. В духовной жизни все бесценно, поэтому нельзя за это брать деньги. We're discussing the meaning of japa. The first stage is to put the mantra in the mind, Первый этап в джапе – это вложить мантру в ум. so that there is nothing in the mind except for the vibration of Из the ума mantra. нужно изгнать все постороннее, оставить только эту звуковую вибрацию имени Ишвары. Mano madgestito mantro, mantro madgestitam manaha. After putting the mantra in your mind, then put your mind in the mantra. И вначале нужно вложить мантру в ум, а потом ум в мантру. И смешать их так. So that samayuktam, the mind and the mantra become fused together completely. That there's no difference whatsoever between your consciousness and this mantra. It's the only thing that exists. Произошло полное слияние между мантрой и умом, чтобы ничего постороннего не осталось там. This is called japa. Это и есть джапа. So if a person can practice and hold their consciousness in this state, gradually, there will be complete transformation of consciousness, and all the stages that we have discussed, one will go through them quite rapidly to the platform of perfect praying, pure love. Если человек сможет вот так зафиксировать свое сознание и совершать такую джапу, то очень быстро его сознание пройдет через все уровни развития и достигнет трансцендентной любви. As you are doing japa, all the different levels of samadhi will come one by one. И человек, который совершает по-настоящему джапу, также испытает все уровни самадхи. All the yoga siddhis will come Все мистические силы, олицетворенные мистические силы также придут к человеку. and beg you, please, let me serve you. Будут упрашивать вас, дайте нам послужить вам. Say, no. Но нужно от них отпахнуться и не Because отвлекаться. these are all the distractions of Maya, Потому distractions что of illusion. это соблазны, это такие отвлечения. Майя пытается отвлечь вас And then when от высшей цели. the perfect concentration comes and devotion, Но когда вы достигнете идеальной концентрации и преданности, then the name, the mantra reveals his divine sarup, the spiritual то form, тогда имя Ишвара явит вам свою духовную форму and qualities, и качества, and pastimes. и свои
все деяния. and your own spiritual identity also. И также откроет вам вашу духовную форму. And then one can enter into the eternal world. И тогда вы While сможете, still in this world, you don't have to даже die. пребывая в этом мире, не умирая, Can be вы сможете уже испытывать реальность духовную. So we'll just for a listen, just for 1 minute, can try to have the experience of japa. Remember, you put the mantra in your mind. Постарайтесь, сейчас мы проведем эксперимент в течение 1 минуты, попытаемся совершить джап, вложить мантру в ум, а ум в мантру. And just completely let go of all the material conceptions and sensory experiences. И отпустить все сенсорное восприятие и не отвлекаться ни на что. So we can do the yes. Upams very soft japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. Fully keep the mind in contact with the mantra. And at the end of each mantra, renew the contact. Again, put the mantra in the mind and the mind in the mantra. Again and again. Don't allow the mind to wander. Не позволяйте уму отпустить мантру. Снова вкладывайте мантру в ум, чтобы постоянно они касались друг друга. С каждой мантрой возобновляйте этот контакт. If you're using a mala, Если вы используете then четки, your fingers are touching a bead. четки касаются бусинок. And the touch of the bead represents the touch of your mind with the mantra. Прикосновение к этой бусинке – это символ соприкосновения ума с мантрой. So when you move your finger to the next bead, then you're again renewing that union with the mantra. Когда вы переходите на новую бусинку, то снова вы обновляете этот контакт ума и мантры. So with every single mantra, try to go Каждой следующей мантрой стараться пойти глубже, into the spirit of surrender. проникнуться духом самопредания. Hare Krishna, Hare Krishna,
Vrinda